Друзья мои, всем привет! Вы на канале Катя Рыбалка. Сегодня видео, как вы поняли, не про рыбалку, а про наш отдых на Мальдивах. Ребят, я хочу вас всех поблагодарить за поздравления. Все мои подписчики знают, что мы с Сашей буквально несколько дней назад поженились и уехали в наш медовый месяц на Мальдивские острова. Мы тихушники, мы просто вдвоем расписались в джинсах, в кедах и сбежали на этот курорт. Также я хочу вас кое-что попросить перед тем, как начать. Я заметила, что влоги с наших поездок вам очень нравятся, как минимум по просмотрам, потому что все влоги с наших путешествий, там с Египта, с Черногории, с Буковели, набирают более 100, даже более 200 тысяч просмотров. Не все рыбалки так на канале набирают. Поэтому появилась мысль иногда снимать влоги не про рыбалку и выкладывать их на канал. В комментариях напишите, на какие темы вам было бы интересно, чтобы я снимала, чтобы я рассказывала о нашей жизни, и я постараюсь сделать это максимально интересно. Я знаю, что есть люди, которым интересна только рыбалка на моем канале. Я вас, конечно же, не заставляю смотреть мои влоги, но я буду очень сильно стараться и надеяться на то, что вам мои влоги тоже будут интересны. Итак, начнем, наверное, с организационных моментов. Как и почему мы выбрали данный остров? Остров называется Медхуппару. Их тут на самом деле 1000 на Мальдивах. Курортов очень много и выбор сумасшедший. Ценник от минимального до там 20 тысяч долларов за ночь. Мы выбрали отель, называется Адаран Селект. По причине того, что он нам был по карману и больше всего понравился из всех, что нам предложил турагент. Начнем с того, что, наверное, самая бюджетная поездка на Мальдивы может обойтись примерно в 3000 долларов за пару. Но для этого вам нужно самостоятельно заранее бронировать билеты. Вам нужно жить не в отеле, на вилле, а жить в таких домиках, называется гест-хаус. Это условно местное мальдивское население сдает в аренду как комнаты, и это получается дешевле. По большому счету, я скажу вам честно, мне кажется, это не особо как-то влияет на ваш отдых, живете вы в хорошем отеле, в шикарном или в гест-хаусе. Потому что самое главное здесь это природа, это красота, это море. Посмотрите на него за мной. Посмотрите на этот белоснежный песок и на эти пальмы. И неважно, вы будете жить в отеле за 100 долларов в ночь или за 10 тысяч долларов в ночь. Это все у всех будет одинаково. Уже речь только в сервисе. Я вам расскажу конкретно за наш отель, что входило в стоимость, какие услуги. Пожалуй, я хочу начать видео про этот отдых с минусов Мальдив. Помимо того, что сейчас дико жарко и огромная влажность, но это тропический климат. Такой же, в принципе, примерно как в Таиланде, Шри-Ланке и других там азиатских странах, курортов. Первый минус – это очень долго добираться, ребят. Мы потратили на дорогу почти 25 часов. По-моему, это прям очень-очень много. Я считаю время не только перелетов и ожиданий пересадок. То есть мы, допустим, живем в Киеве. 2 часа мы заложили на дорогу в Борисполь. Еще за 2 часа до регистрации. То есть мы выехали из дома в 11 утра, когда у нас рейс на 3 часа дня. И реально мы 1,5 часа провели в дороге в Борисполь. И потом еще 2 часа ждали рейс. Потом летели 5,5 часов Киев-Дубай. Потом мы ждали 4 часа в Дубае пересадку. Потом мы летели еще 4,5, по-моему, часа в Дубай-Мале. Это столица Мальдив. И уже потом с Мале мы еще добирались сюда около 5 часов. Потому что пока мы приехали, мы ждали 3 часа пересадки на наш гидроплан. Причем гидроплан это еще была дополнительная услуга, которую мы доплачивали отдельно. По стандарту происходит перелет на международных мальдивских авиалиниях. И потом вас забирает еще скоростной катер. То есть здесь, чтобы вы понимали, 1192 острова. Курорты раскинуты по всем Мальдивам. Там расстояние в 800 километров там, от Мале до других островов может быть. Соответственно, когда вы прилетаете в Мале, а до вашего острова, как до нашего, по-моему, 170 километров, вам нужно как-то до него добраться. То есть и кругом-бегом на это все у нас ушло 25 часов.
Безусловно, есть кто-то, кто здесь живет сюда ближе, безусловно, кто-то может поселиться на острове, который рядом с Мале, и, допустим, на каком-то скоростном катере добраться всего лишь за полчаса. Но в любом случае, мне вот подписчики рассказывали, кто-то летел через Катар, кто-то летел через Доху и добирались там плюс-минус в то же время, что и мы. Так что это очень-очень важно, и это большой минус, потому что дорога тяжелая. Второй минус, естественно, это высокая стоимость поездки. Мы с Сашей заплатили $5400, 144 тысячи гривен за 10 дней. Но по факту, на самом деле, из-за перелета получается 8 полноценных дней на Мальдивах. Я считаю, честно, что эти деньги того стоят. То есть оплата этого отдыха соответствует тому, что вы получаете. Но, тем не менее, это не Египет, в который можно поехать за $1000 вдвоем на неделю, и не Турция, где можно поехать там за ту же $1500 на неделю. Это совсем другой ценник. Сейчас я расскажу, что входит в наши $5400, которые мы заплатили за неделю перебывания на острове Метхупару. Обратили внимание, сколько раз я вытирала лицо от влаги, насколько жарко. Температура где-то 30-32 градуса. Но волосы липнут, я вся мокрая, потому что здесь очень высокая влажность. И, допустим, 35 жары в Шарм-эль-Шейхе переносится легче, там сухой климат. Здесь реально жарко, здесь немножко ощущение того, что ты все время в хамаме. Вот. Температура воды сейчас где-то 27-28 градусов. Итак, друзья, что входит в наши оплаченные $5400? Это полностью оплаченный перелет. Первый рейс Киев-Дубай, потом Дубай-Мале. Также сюда входит доставка из Мале на гидроплане до нашего острова. Это мы доплатили 11 тысяч гривен. Так совершенно потрясающе устроилась на этой качельке. Здесь есть тень, так не слепит глаза. Проживание 8 ночей, 9 дней в отеле Адаран Селект Метхупару. Метхупару – это название острова. Мы живем здесь вот на вилле, которая за мной. Называется Sunset Villa, уточняю, потому что виллы здесь есть разные. Проживание по системе All Inclusive. Здесь очень классный All Inclusive. Столовую я тоже вам отдельно покажу, точнее ресторан. Как бы я сказала, столовая – это очень недооценить это место. Очень классное питание. Но вот насколько я привередливая в питании, кто видел мой влог с Египта, вот мы были буквально там 1,5 месяца назад, насколько я там плевалась за еду в нашем отеле, то здесь я просто в восторге. Здесь очень вкусно. Всегда есть какое-то мясо, или говядина, или свинина, или баранина. Ну, говядины в основном всегда, вот, ну, каждый день есть. Всегда есть какая-то рыба, чаще всего это стейк тунца. Вы видите, свежий такой большой маринованный классный стейк тунца, при вас сразу пожаренный. И вы его получаете. В столовой минус как бы один, там бывают очереди, но опять же очереди возле главных блюд и на яичнице утром. Ну, в принципе, они не такие там долгие, можно, как говорится, пережить. Вот, много фруктов, блин, ну просто, я в столовую буду отдельно показывать. Возле нашей виллы, вот она там, вот это, есть наши Саши лежачки, у каждого свои лежачки и полотенца. И здесь я продолжу наш рассказ. Кстати, хочу отметить, что мнение про отель не только мое, оно не совсем субъективное. Мне написал один подписчик, который тут отдыхал 2 недели назад со своей женой и ребенком, и они также отзываются об отеле. В принципе, мне это помогло понять, что здесь так действительно всегда. Вот, что мы не попали там в какое-то удачное время, и этот подписчик уже забронировал себе отдых здесь в феврале. Вот настолько человеку понравилось, что он сюда возвращается. Вот, что входит еще в наши услуги, которые мы оплатили? Здесь есть много активностей, сапы, доски для серфинга, оборудование для снорклинга, это ласты, маски, жилеты, это все здесь уже тоже включено в стоимость. Также включено 2 экскурсии на дельфинов и на закат. Ребят, ну я в принципе все рассказала по цене, рассказала про то, как мы добрались. Осталось вам показать отель.
Поселились, ребят, конечно, выглядим так себе после такого перелета длительного. Но пока что еще не успели засрать номер, я вам покажу, как выглядит наша вилла. Вот такой номер. Это называется Beach Sunset Villa. Так, туалет позже покажу. Вот там 2 шкафа. А тут такая вот красота. Выходишь, у тебя свой кусочек пляжа. С видом на океан и на закат. Такой номер. Очень симпатичный. Что ты хотел сказать? Номер симпатичный, очень такой вот, себе спишь и смотришь на закат или на рассвет. На рассвет с другой стороны будет. Так, здесь еще идет мини-бар. По системе все включено, обновляется раз в день. Но тут такого ничего особенного. Здесь просто чуть-чуть бухлишка и водички, сок. Еды нету. А, кофе, чай. О, смотри, это кофемашина, что ли? Да. Вот это прикольно. Как вот это прикольно, да. Таблеток не вижу. Кофемашина есть, а таблеток нету. Надо у них узнать, где же. Если она тут стоит, то наверняка же зачем-то стоит. Смотри, кондиционер работал. Угу. Водичка в бутылках. Так, это тут будут шкафы, наверное. Угу. Сейф, там бабки сейчас сложим. И что у нас здесь? А, тут у нас точно, у нас же тут душ под открытым небом. Вот такой вот, как говорится, санузел. Ну, круто. Шампунь, кондиционер, лосьон, гель, зубные щетки. Тут, кстати, вот это тоже все идет, обновляется постоянно. И вот такой вот душ. Под открытым небом. Не, ну если хочется, конечно, то есть такой обычный вот. Не, номер мне очень нравится, круто. Очень круто. Итак, я вам показала подводный мир, показала вам номер, и мы сейчас с Сашей направляемся на обед, поэтому покажу вам ресторан и что сегодня будет в ресторане на обед. Тебе нравится на Мальдивах? Да. Очень? Или не очень? Очень. Очень? Вот такое вот покрытие песочное, трамбованное везде по острову, поэтому девочки и мальчики, сейчас такое время, что мальчиков тоже нужно предупреждать, не берите с собой каблуки, это здесь лишнее. Вот такие джунгли по всему острову. Получается, здесь в центре везде деревья, пальмы, кокосовые, мангровые деревья, всякие лианы растут. Ну, короче, настоящие джунгли. И по краю всего острова, вот так вот вокруг, усеян он виллами. Кокосовые пальмы просто огромные. Большинство из них все с кокосами. Так что нужно ходить осторожно, потому что может прям на голову упасть. Кстати, кокосовая пальма – это символ Мальдивских островов. Он у них даже на флаге изображен. На острове есть такие указатели для таких, как мы, чтобы не потеряться. Здесь, кстати, вот детская зона, но не только детская, тут вот такие есть зоны отдыха. А вот там детский клуб, я видела, они замки из песка делают. Ну, короче, там есть анимация, каждый день какая-то есть программа перед выходом к главному бассейну. Вот такой здесь бассейн, он с панорамой на океан. Сейчас покажу. В бассейне есть бар. И полотенце с собой тащить не надо. О, слушай, да, наши лежаки уже оприходовали, пока мы с тобой где-то шарились.
Вообще, да, тут без печали все. Мы с Сашей вот эти 2 лежака занимали, но мы видим, что тут уже чужие вещи. И все, короче, вообще на изи берут их. Вот такой бассейн с баром. Короче, панорама на океан видно, да? Не буду в ту сторону заходить. Вот так. Тут часть берега закрыта вот этой вот установкой Октоберфест. Здесь, я так понимаю, какие-то праздники устраивают регулярно. Сейчас праздник Октоберфест. Ну, на эти праздники уже платный вход. Там, по-моему, $40 с человека. Мы с Сашей не записывались. Мы в это время уже спим, когда все праздники начинаются. И вот мы через бассейн подходим к главному ресторану. Здравствуйте. Очень хорошо у вас. Hello. Вот тут всегда чувствуется, сколько много народу в отеле. На самом деле. Все, когда разбредаются по виллам, то не так все напряжно. Ну, кстати, очереди никакой нету, как видите. Мы чуть позже пришли, уже все, вся очередь рассосалась. В итоге мой обед выглядит так. Кусок стейка говядины, кусочек тунца на гриле. Это с папайя. Это курочка в соусе барбекю. Салатик. Это креветки и кальмар в темпуре. Соусом полила. И ананас. Ой, мои хорошие. С этого отпуска точно вернусь. Килограмм на 7 больше, чем сейчас. Столько ем. Все такое вкусное. Просто. Так. Будет дальше экскурсия. Кстати, помимо главного ресторана, который работает по графику завтрак, обед, ужин, есть еще ресторан, который работает с 10 до 10, и там можно кушать вне графика. То есть приходишь, заказываешь, что хочешь. Мы там кушали всего пару раз, но тем не менее это удобно. Если ты проспал завтрак, если ты не успел на обед, или там, не знаю, или ты проголодался между обедом и ужином. Слышали, как птички поют? Они тут постоянно поют. Так, что у нас здесь дальше? Дальше по острову здесь парк. Здесь у нас идут water-виллы, то есть виллы на воде. И это типа премиум зона отеля. Для сравнения, чтобы вы понимали, путевка в этот отель в наш номер 133 тысячи гривен, а water-вилла 222 тысячи гривен. То есть на 90 тысяч дороже за то же время отдыха. Есть на Мальдивах отели, где water-виллы более дешевые, а есть где более дорогие. В нашем случае water-вилла это премиум сегмент. У них отдельно свой ресторан, у них отдельная частная территория, на которую типа заходить нельзя. Ну, прогуляться можно, но там понятно, что нежелательно шариться по виллам. И вот здесь на входе к water-виллам вот такой есть сумасшедший красивый парк, который я вам сейчас тоже покажу. И еще бассейн где-то здесь есть. Честно, я так и не поняла, это общий или это для тех, кто живет на водных виллах. Он небольшой, но тем не менее я вам его сейчас тоже покажу. Вот мы с вами подходим к второму бассейну. Тут даже сегодня какие-то люди есть. В прошлый раз я была, здесь никого не было. Вот такой небольшой басик с джакузи и сразу видом на океан. Вот я нашла, что это только для гостей water-вилла guest only. Все, понятно. Значит, мне туда уже нельзя, все.
перепрыгиваю с одного на другое. Саша вообще меня кинул, пошел в номер отдыхать, переел бедненький. И перепрыгиваю с одного на другое, блин, ну хочется же вам все показать, реально. Так, тут надо осторожно шариться, потому что эти все ящерицы. Вот эта вилла большая. Блин, тут нереальных размеров дерева просто, посмотрите. Кто это там? А, петух. Что-то меня так напугал, дурак. Смотрите. Это, блин, просто, ну там колоссальных размеров. Они сплелись. Все между собой вот эти вот заросли сумасшедшие. Вот, но эта вилла пустая. Сколько мы тут не гуляли, она всегда была пустая. Я так понимаю, здесь несколько номеров в этой вилле. И у них общий бассейн этот идет. Он даже, честно говоря, какой-то грязный. Значит, в нем, наверное, никто давно не купается. Видите, кокос валяется. Вот здесь пацаны работают, делают сад красивым. Тут такой, как из камня, небольшой фонтанчик, мостик. И карпов кои пока что не вижу. Обалденный тропический сад, если честно. Просто, как по мне, это что-то невероятное. Обожаю такие места. Ну, посмотрите, ну это просто вообще, ну это же космос. Это как будто бы картинка какая-то на плакате. С журнала, не знаю, с National Geographic, с Discovery канала. Есть еще другое озеро, там тоже есть карпы кои. Поэтому тут я их не застала, но в другом озере точно застану. Их там больше и озеро меньше. Так, мне удалось максимально близко подкрасться к ящерице. Смотрите, какая интересная. У нее черные лапы, красноватое тело и зеленая голова. Она похожа на мини-игуану. Так, вот этот вот бар работает возле бассейна. Тут по вечерам музычка, здесь же анимация. Музычка, кстати, неплохая, вы знаете. Прям очень даже хорошая. И тут всегда можно еще в любое время сделать себе чай. Кофе вот там стоит. И тут еще бывают закуски какие-то стоят. Так, вот здесь возле ресторана мы сразу выходим и попадаем в фитнес-клуб. И там дальше спа. Вы знаете, отель не новый, но и как бы ремонта пока не требует. Пока все очень хорошо, он не уставший. Вот, зал с 7 до 9 вечера. Я там не была, скажу честно, ни разу. И не тянет меня туда. Тут спа. Здесь очень пахнет маслами. Кстати, здесь еще есть хамам и баня бесплатно. Хамам и баня входят тоже в стоимость проживания. Вот. Не знаю, насколько это актуально при такой жаре, потому что я себя все время чувствую как в хамаме. И возле спа тут еще один... О, вот и карпы кои. Еще одно озерцо. И тут прям дофига карпов кои живет. Смотрите. Красавчики. Я хочу у себя дома тоже карпов кои завести, только не на улице, а прям в доме сделать аквариум большой. Обожаю. Кстати, подписчик, который здесь был, говорил, что он был на массаже. Очень круто, ему очень понравилось, но заплатил 300 с чем-то баксов. Там же получается $250 плюс 20%. Вот сейчас напротив меня дайвинг-центр, я подхожу. Это тоже одна из платных услуг отеля. Цена погружения зависит от того, есть ли у вас сертификат или нету. О, кстати, эти машинки бесплатно по острову возят. Так. Можно звонить, тебя будут забирать из номера в ресторан, то есть электрокары вот эти. Кажется, столько всего надо рассказать за этот отель, за этот остров. Про дайвинг. Если у тебя есть сертификат или нету. Если есть сертификат, то Саша есть. Мы смотрели
$120 погружение. Но нужно же учесть, что плюс 20%. То есть это уже получается $150. Там 45 минут. Если нет сертификата у тебя, то 220, кажется. Ну, короче, тут все услуги, ну, кроме all-inclusive, ценник реально космический. Вот там дайвинг-центр. И от дайвинг-центра отходит пирс. Я вам вообще... У меня от этой жиры уже заплетается язык. Я вам сейчас покажу этот пирс. И сразу с пирса покажу бар, в котором круглосуточно работает бухло. И с 10 до 10 работает еда. Вот у нас причал возле дайвинг-центра. Сюда часто приземляются самолеты, гидропланы. Сюда приходят катера с людьми. Отсюда уходят экскурсии. А вон у нас крабы. Целая куча крабов. Опа! Пацаны попозировали, спасибо. Ну, в основном людей принимают на другой пирс. Я покажу его. Он с другой стороны острова. Два больших пирса на острове, и остальные все маленькие. Ух ты, какого краба здоровенного вон нашла. Ребят, вот это кафеха. Кафе Мас, по-моему, называется. Где можно заказать себе еды в любое время и коктейли. Вот оно на берегу, напротив пирса дайверов. А вот это рядом кафе, которое надо бронировать. Раз за отдых у тебя есть возможность там пообедать бесплатно. Мы записались аж на 4 число туда. Ребят, я правда надеюсь, что вам интересен мой рассказ про отель. Я углубилась более подробно для того, чтобы вы посмотрели. Ну, я не знаю, может, это собирается на Мальдивы, кому-то эта информация станет полезной. Но я этот отель однозначно рекомендую. Здесь очень много кафе, баров, классный алкоголь, классная еда. Вы никогда не будете голодные и при желании не будете трезвые. Итак, друзья, вот пирс, который вы видите первый, попадая на остров. Вывеска отеля. Тут тоже вот пляж. Это обычный пляж. Пляж Waterville, видите, за заборчиком. И тут водные спорты. Скутеры тоже здесь есть, но там ценник космический тоже. По-моему, $200, 10 или 15 минут. Есть вот такие еще парусные катамараны. Вот эти каяки, сабборды и доски для серфинга, они бесплатные. Каждый день у вас есть по часу времени. Мы с Сашей хотели покататься на саббордах уже несколько дней подряд, но ни разу еще это не осуществилось из-за этого ветра. Я не уверена, что мы вообще на них покатаемся, потому что ну просто, блин, нереально. Как на нем кататься, если тебя будет все время прибивать к берегу? Какой цвет воды? Я не могу. Я каждый раз, когда это вижу, мне кажется, что это какой-то сон. Что это неправда, что так не бывает. Это просто невероятно. Вот таких вот пирсов очень много по всему острову. Я так понимаю, что они созданы для укрепления берега. Я даже не знаю, сколько их штук. Есть, кстати, виллы, видите, которые гораздо ближе к пляжу. Это, по-моему, называется бич-вилла. Вот, сразу выходишь, и ты на море. Это чуть с другой стороны острова. А я вот так вот по пляжику чешу к себе. Ребят, добралась я до своей виллы. Ну что, я думаю, что я поделилась с вами всей информацией, которую я на данный момент владею. Про цены, про остров, про другую там информацию, которую я знаю в других местах. Путевку, как всегда, покупали у моей хорошей знакомой Ксюши, агентства Easy Travel.
у нее нормальные цены, но самое что главное, она всегда сопровождает своих туристов от А до Я, и не бывает никаких, знаете, моментов ошибочных, что очень важно. Вот. И я вам оставлю ссылку на Инстаграм, на сайт, наверное, Easy Travel. В общем, я вам рекомендую, если вы хотите хорошо попутешествовать без каких-либо проблем и напрягов, то это к Ксюше. Надеюсь на ваш лайк, на комментарий. Не забывайте задавать вопросы, подписываться. Это, как всегда, вам. Пока-пока. До встречи на рыбалке.